Итак, здравствуйте! Сегодня будем изготавливать шпалеру с размерами 2 метра на 60 сантиметров. Для изготовления рамки шпалеры буду использовать рейку 40 на 40 миллиметров. Думаю, этот размер будет самый подходящий для этой цели. Нашел у себя в запасах несколько подходящих 3-метровых реек. И теперь на торцовочной пиле буду напиливать их в нужный размер. Сначала буду отпиливать 2-метровые куски для боковых стенок. После этого из оставшихся кусков буду отпиливать более короткие детали для торцов. Поперечную вот эту деталь буду нарезать длиной 52 сантиметра. И таким образом после сборки габаритная ширина шпалеры получится ровно 60 сантиметров. Теперь на всех рейках буду выбирать паз на расстоянии 10 мм от края. Шириной паз будет у меня 10 мм тоже. И глубина этого паза также будет равняться 10 мм. Вот на одной детали я такой паз уже сделал. Сейчас буду делать такие же пазы на всех оставшихся деталях. Есть небольшое дополнение. На 2-метровых рейках этот паз фрезеровать до самого конца я не буду. Буду оставлять глухой участок где-то шириной не меньше, чем эти 4 сантиметра. Можно чуть больше. Итак, напилила достаточное количество реечек. Теперь хочу показать вам, как сделать правильную разметку для установки этих реек на шпалере. В конкретном моем случае я решил расположить 3 рейки. Вот так, как здесь показано. Задача в том состоит, чтобы вот эти вот расстояния, вот эти промежутки были везде одинаковые. Если взять вот просто померить вот это расстояние, 522 мм у меня в конкретном случае, и разделить на 4, то получим какую-то величину. И потом, если откладывать, начать эту величину вот отсюда, отметить, еще раз ее отметить, и еще раз отметить, да, мы получим здесь положение этих реек. Но это положение будет неправильное. Получится так, что вот эти вот окошки будут поменьше, вот 2 вот этих, а вот эти крайние будут больше, чем эти, на половину ширины рейки. Потому что как бы на самом деле здесь от этой оси рейка идет влево и вправо, а здесь это рейки вот от этого как бы места тоже как ось. И тут рейки нету. Вот если рейку сюда положить, да, вот это расстояние бы оказалось одинаковое. Правильно надо сделать вот как. Замеряем вот это расстояние 522. Так, и замеряем величину рейки, ширину рейки. Она у меня в конкретном случае 28 мм, эта рейка. И отложить вот здесь вот на краях, вот уже на этих боковинах, половину ширины рейки, то есть 14 мм. Берем и откладываем. Вот, 14 мм. Раз. И точно так же откладываем с той стороны. Мне тут немножко неудобно, потому что камера с этой стороны. 2. Вот, где-то здесь вот. И замеряем теперь вот этот размер от этой меточки до этой. И получается он ровно 550 миллиметров. И вот эти 550 миллиметров надо разделить на 4 части, на 4 окна. 550 разделить на 4 получится 137,5. Вот. И теперь от этой метки надо откладывать именно эти 137,5. Не от этого края, вот, не отсюда, а именно от меточки. Вот, берем меточку, и вот 137 где-то с половиной. Ставим черточку. Вот это будет ось первой рейки. Дальше 137,5 умножить на 2, положение второй рейки, получится 275 мм. Опять же отсюда отмеряем 275 мм. Вот, так. И рисуем. Вот это будет местоположение второй рейки.
Местоположение третьей рейки 137,5 умножить на 3, это будет 412 миллиметров. Опять же отсюда меряем 412,5 миллиметров. 410, 400 где-то 12,5 миллиметров. Это где-то вот здесь. Вот третья метка. Теперь размещаем мои рейки вот эти ровно по этим меткам, чтобы было все по центру, как можно точнее. И проверяем, что у нас получается. Глядим. 111 миллиметров. Здесь глядим. 111 миллиметров. Здесь глядим. 100. Так, тут как-то чуть-чуть больше, но надо, наверное... ну да, вот тут. Точнее, 111 миллиметров. И здесь получаем те же 111 миллиметров. Где-то чуть-чуть вот надо еще точнее. Вот смотрим. 111. 111. И 111. И здесь должно быть 111. Да, ну вот, все теперь нормально. Плюс-минус 1 миллиметр это уже просто за счет того, что положение вот этой метки с серединой рейки надо точно совместить. Но это не так важно в нашем случае. Вот. Теперь все эти окна у нас по 111 миллиметров, что и требовалось получить. Размечать положение вот этих реек точно таким же способом надо. То есть замеряем мы от этой плоскости до того конца, добавляем сюда по 15 миллиметров, по 14 миллиметров. Ну и дальше все те же математические вычисления производим и откладываем здесь. По идее, в общем-то, надо добиться того, что тоже у нас тут было 111 миллиметров. Тогда у нас получится ровненький квадратик. Приступаю к сборке каркаса шпалеры. При этом боковые вот эти длинные рейки располагаю так, чтобы паз находился в нижнем положении, вот этот паз. А на коротких продольных рейках этот паз должен находиться сверху. Для этого просто переворачиваем ее, и паз уже располагается сверху. Делается это для того, чтобы вот эти короткие реечки наши заходили в эти пазы вот в таком положении, а длинные продольные рейки будут заходить в этот паз. И при этом они будут касаться поперечных реек. Теперь нам останется только их закрепить шурупами в некоторых местах. А эти реечки здесь будут пробиваться гвоздиком или смазываться клеем. Все. Начинаю сборку. Значит, собирать этот каркас я буду на двух шкантах. Буду здесь сверлить отверстия под шканты. После чего будет все это скреплено шурупом 4,5 на 80. По одному шурупу будет вкручиваться в каждое соединение. Все, начинаю работу. Теперь использую свои любимые центровочные кернеры, которые помогут мне точно позиционировать отверстия на деталях. Вклеиваю шканты. Делаю сборку на сухую и стягиваю всю конструкцию на шурупы, после чего делаю шлифовку. А теперь шлифую в собранном виде. Ручную шлифовку никто не отменял.
Приступаю к покраске. Окрашивать буду кроющим антисептиком для дерева, предназначенным для работы снаружи и внутри помещений. Работать буду валиком, в труднодоступных местах буду подкрашивать кистью. Это только первый слой я так наношу. После того, как этот слой высохнет, я его подшлифую мелкой наждачной бумагой вручную и буду наносить уже второй окончательный слой. Акриловые краски имеют водную основу, поэтому после окрашивания деталей на них поднимается ворс, и они становятся неприятные на ощупь. Беру мелкую наждачную бумагу и все детали окрашенные подчищаю, выравниваю поверхность. Потом буду производить сборку этой шпалеры, и только после сборки буду еще раз подкрашивать где-то пропущенные места и второй слой накладывать краски. Наношу небольшое количество клея, устанавливаю на место по меткам и фиксирую небольшими гвоздиками. Перекрестие реек скрепляю небольшими шурупами. Но крутить шурупы буду не в каждое перекрестие, а в произвольном порядке процентов 30 скреплю, этого будет достаточно. А теперь буду наносить второй слой краски. Этим слоем закрашу те места, которые были не покрашены первым слоем, а также закрою шляпки шурупов и гвоздиков. Потом оставлю высыхать, и после высыхания изделие будет полностью готово. Ну что же. Как видите, результат работы выглядит вот так. Сейчас они уже полностью высохли, шпалеры. Второй слой краски лег намного лучше, чем первый. После зачистки поверхности стали гладенькие, ровненькие. Приятно за них стало браться. Я лично результатом доволен. А кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте подписываться. И можете сами повторить мою работу и изготовить для себя что-то аналогичное.